Всем привет! Продолжаем наше похождение по гайдам. Итак, что у нас, где у нас? Мы остановились на том, что мы создали наши компоненты, то есть box компонент и static mesh компонент. Я забыл некоторые вещи, я на них акцентировал внимание, но забыл рассказать. Мы создали вот здесь название, и как бы не посмотрел или не показал я вам то, что оно действительно отображается. Вот, то есть тест, box, компонент. Как бы логично. Также я сакцентировал внимание на том, что он не удаляется. То есть если мы создаем что-то из блюпринтов, какой-нибудь куб, то мы его можем удалить, а этот мы не можем удалить, потому что он в плюсах создан. Ну и в дальнейшем я дальше буду забывать что-то рассказать, поэтому напоминайте. И в следующих видео буду закрывать эти пробелы. Итак, сегодня я вам хочу рассказать по поводу функций методов. В общем, в классах это все методы, но в общем методы это. Давайте создадим его. То есть мы хотим, чтобы что-то он делал, правильно? Мы создали вот этот бокс компонент, мы создали статик этот, static mesh компонент, но мы хотим, чтобы наш актор что-то делал, то есть что-то он выполнял. Итак, как создать метод? У нас есть три вот этих секции: public, protected и private. Если мы хотим, чтобы извне можно было получать наш метод, мы ее создаем опять же в паблике. Если мы хотим, чтобы только этот класс и его наследники могли получать в protected, и если только этот класс получал доступ к этому методу, то только в private. Мы хотим, чтобы, допустим, везде. Пока что нас это не волнует. Мы прописываем void. Это говорит о том, что этот метод нам ничего не возвращает. Мы прописываем название тест func 1, допустим. Ставим скобочки и точку запятой. Наш метод готов. Если можно вот так вот навести, нажать на вот эту и create definition. В общем, определение методу дать. Он создаст вот эту вот штучку. В общем, в плюсах. Здесь мы объявили, здесь мы уже определяем. То есть мы прописываем наш код какой-нибудь. По поводу методов. Это просто метод, который просто что-то делает, он ничего не возвращает. Если нам надо, чтобы... Что такое возврат вообще? Возврат. То есть он может вернуть какое-то значение. Мы какие-то делаем вычисления, допустим, там а плюс b. Да? То есть мы можем принять... Сам метод может в себя принять какое-нибудь значение. То есть, допустим, 2 инта. Мы целые значения принимаем. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Вот эти вот. Чтобы их принять, это, допустим, int 32. Это a будет наше. И есть int 32, еще один. Это b. Это говорит о том, что этот метод принимает в себя два значения. a и b. То есть, когда мы его вызываем, нам нужно в него передать вот этих два значения. Давайте тест func sum, назовем его вот так вот sum. Сделаем. Но нам надо результат, чтобы вернулся, правильно? А результат в каком формате? Тоже int 32. Потому что int 32 плюс int 32 у нас тоже будет как бы int 32, да? Int 32 прописываем. Вот, и он возвращает вот это. Но здесь как бы нету, то есть мы дальше можем вот так вот сделать, и он нам создаст еще один метод. А этот пустой, потому что он не находит на что ссылаться. Можно также просто скопировать входящие параметры, сюда передать их, скопировать вместо void и вот сюда вот вставить sum. Sum, это будет то же самое. То есть, но видите, он здесь уже предлагает нам ретурн сделать. Дело в том, что он не скомпилируется, так как у нас нет ретурна. Нам нужно что-то вернуть. То есть если у нас void просто идет, у нас ничего не возвращается. А здесь нам нужно именно вернуть int 32. То есть если это sum, то мы что делаем? Мы делаем a плюс b, и все это в return. Подожди. Return. a плюс b. То есть вот таким вот образом мы просто-напросто возвращаем это значение.
это сам метод. Сам вызов метода, как происходит. Мы просто берем и вызываем его из объекта, который есть по принципу, как и здесь делалось. То есть здесь мы вызывали stop attachment, а здесь на begin play мы... Begin play от названия понятно, что в начале игры, то есть в начале своего запуска, то есть вот он только стартовал, этот объект, и вот он сразу выполняет этот метод. То есть пусть он сделает тест func. И вот он в test func sum. И он требует A и B, то есть 1 условно и 2. Но он возвращает. Результат-то мы хотим, чтобы куда-то вернулся, правильно? Соответственно, нам нужно, чтобы он куда-то его записал. То есть int 32 какой-нибудь очередной тест. Давайте temp тест равен, вот так вот можно записать. То есть, что у нас получается? У нас получается, что есть какая-то переменная, мы создали, дальше мы ее используем, она нам нужна там в каких-то вычислениях, куда-то мы ее добавляем и так далее и тому подобное. Мы берем и записываем ее тест func. А сюда можно тоже что-то передать, то есть какие-нибудь тоже значения извне, не обязательно вписываемые. И он нам запишет сюда результат, то есть 1 плюс 2 это 3, значит вот это будет равняться 3. Все очень легко и просто. Ну и давайте сделаем другую еще вещь, чтобы посмотреть int 32 какой-нибудь супер темп тест. Тест равен 12, я не знаю, 12 и супер темп тест плюс темп тест. Темп тест. Я просто без понятия, как еще чего тут показать. Ну, давайте вот так вот сделаю. Ну, я здесь лайфкодинг. Ну, давайте попробуем лайфкодинг. Смотрим, чем это закончится. Compiling error. Чего-то мы там сделали ошибку какую-то. Ну, давайте. Сейчас, кстати, по эррорам пройдемся. Это хорошо, что ошибка. Это очень хорошо, что ошибка выдалась. Потому что мы результат никуда не записываем. Супер темп тест. Ну ладно, я хочу ошибку словить. Про кнопочки рассказать. Потому что мы ошибку еще не ловили. Вот, у нас ошибка failed написана. Но нам нужно найти ее. Мы же не будем все просматривать, да, правильно? Есть такая замечательная вещь F8. Мы клацаем F8 один раз, и мы попадаем на вот этот плюс. То есть, и вот он говорит о том, что результат никуда не записывается. То есть нам нужно куда-то его записать, весь результат. Соответственно, мы его записываем сюда. Есть более короткая запись вот этого всего. Это плюс равно. Плюс равно. Это говорит о том, что вот эта часть, он вначале к ней прибавляет вот эту часть и потом записывает результат в нее же. То есть такая вот короткая запись есть. Плюс равно, минус равно. То есть, понятно, от этой части будет отниматься что-то. Умножить равно, то же самое. Ну, как бы, думаю, принцип понятен. Вот, соответственно, мы делаем F7. Он все это думает, делает и запускается. Да, success. Соответственно, мы запускаем. И сейчас будем... Да, можно поставить вот здесь такую вот штучку. Почему-то ее вписывает, что оно не сработает. Но мы сейчас лайфкодинг запустим. А, вот все хорошо. В общем, это брейкпоинт. Ставится он тут справа такими вот точечками. Это говорит о том, что в момент выполнения, то есть когда у нас будет выполняться код, и когда он дойдет до этого места, он остановится и выбросит нас в визуалку на этот участок. Соответственно, мы сможем посмотреть, как там чего выполняется, что хранится в этих переменных, и где у нас условно ошибка, если мы хотим так отловить ошибку, чтобы понимать, в чем проблема. Так, у нас все запустилось, соответственно, у нас он есть уже на сцене. Когда мы запустимся, у нас сразу же отыграется вот этот begin play, потому что начнет он играть. Вот он нас сразу выбрасывает сюда. И мы видим, что у нас первое пошло выполнение вот этого. Здесь должно быть 3. То есть сейчас тест темп у нас равен 0. 0 равен. Чтобы перейти на следующий шаг, на следующую строчку, нужно нажать F10. Мы нажимаем F10. Мы переходим на следующую строчку. Мы смотрим, и темп тест 3, темп тест наш равен 3. Здорово.
Здорово? Я думаю, здорово. Ну и, соответственно, здесь он пока равен мусор, потому что там ничего нет. Теперь мы записали, что он равен 12. И 12 плюс 3 будет 15. Смотрим, он теперь равен 15. То есть весь наш код выполнен. А чтобы зайти в метод, то есть не на следующий шаг, а зайти вовнутрь, потому что вот здесь выполняется какой-то код. Нужно было нажать на этой части просто F11. Еще раз запускаем, еще раз мы здесь отлавливаем. Допустим, тут у нас большой метод, мы хотим посмотреть, что здесь происходит. Мы нажимаем F11, и вот у нас перебрасывает сюда. Мы смотрим, что здесь происходит. Опять же F10, переходим, понимаем, что здесь вот зашел А, это единичка, Б у нас двоечка. Переходим дальше, и все то же самое. То есть троечка, здесь записали 12, 12 плюс 3 будет, как думаете, что? Правильно, 15. Вот это такой краткий курс. Все сделали, все, к этому не возвращаемся. Еще, ну ладно, наверное, больше на практике это показать. Ну, можно на Begin Play это показать. Ну и на тике, но тик пока мы не используем. Ну, тик это то, что происходит каждый кадр. Это метод такой. Но заметите, что здесь виртуал и здесь виртуал. Если вкратце, это, в общем, метод, который позволяет нам переопределять его или дополнять в наследниках. То есть мы делаем virtual void. Допустим, вот здесь мы тоже можем сделать virtual. И вот у нас ничего как бы не сломалось. И в чем смысл? Если мы отнаследуемся от вот этого нашего тест-актора, и, допустим, мы захотим, чтобы еще что-то там происходило, то мы пишем virtual вот это вот все, копируем и добавляем такую вот штучку override. То есть мы говорим о том, что мы его перезаписываем. И мы, допустим, хотим, чтобы он иначе как-то считал вот эти А плюс Б, условно. И мы просто будем переделывать его. Вот как, в принципе, Begin Play существует. То есть это Begin Play уже записан в акторе выше. И мы его перезаписываем, вернее дополняем, так как мы вызвали метод, супер есть, это мы вызываем метод родительский, то есть вначале выполняется то, что там выше написано в классе, а потом будет выполняться наша часть. Мы также можем не вызвать супер, то есть, соответственно, не будет выполняться то, что выше в классе, будет выполняться только наше. Вот таким вот образом. И, соответственно, мы можем... Так, ладно, это уже, наверное, другая тема. Чуть попозже. Вот такая вот замечательная штучка. В принципе, все по этим. Давайте еще сюда засунем такую вещь, как компоненты, наверное. Вот это я удалю. Все это, конечно, здорово. И там создадим метод тоже, getter какой-нибудь, который как раз-таки возвращает и объявляет этот... можно еще рассказать. Подожди. Давайте тогда еще одну напишем по-другому. Void. Нет, все-таки про компоненты попозже. Void. Создаем какой-нибудь void. Void тра-та-та. Все, хочу тра-та-та. Void тра-та-та и точка запятой. Мы хотим, чтобы к нему обратиться можно было через блюпринты. Тра-та-та. Вот. Мы прописываем ufunction. ufunction. Это макрос очередной эпиковский, то есть который позволяет нам получить доступ к этому методу из блюпринтов. Но недостаточно его просто написать, нужно еще написать такую вещь, как blueprint callable. То есть это говорит о том, что мы можем его вызвать из блюпринтов. Давайте сделаем такую вещь. Давайте вернем сюда. Пусть он возвращает уже float. Float он возвращает. Принимает в себя он тоже float. Float A пусть будет тот же и float. Float B. Такая вот вещь. То есть у нас есть вот этот тра-та-та, он принимает в себя float A и float B. Ну и здесь то же самое мы делаем А плюс Б. А плюс Б. Условно. Полосочки это обязательно. Полосочки, без них никуда. Хорошо, у нас есть вот этот метод А плюс Б. Ну ладно, давайте лайфкодингом. И с ним уже.
Вроде не должно отвалиться. Если отвалится, то для вас-то все равно миллисекунда произойдет. Ну, имеется в виду перезапуск. Так, все. Есть. У нас мы хотим воспользоваться теперь из блюпринтов. Допустим, тра-та-та. Тра-та-та. Вот он, тра-та-та, все легко и просто. Вот он, спокойно мы его вызвали. Вот он принимает А, вот он принимает Б. И он возвращает что-то. То есть, соответственно, давайте предположим, что на begin play, опять очередной же begin play, он принимает 1, принимает 2. Давайте даже так сделаем. 1,5 и 2,5. Отгадайте, сколько должно получиться. Print string. И мы выведем это просто сразу в print string. Нажимаем play. И вот у нас 4 получилось. Все прекрасно видно и замечательно. И все чудесно. Только можно повисеть подольше, пожалуйста. Спасибо. Вот мы нажимаем, и вот здесь прекрасно все видно. Вверху, слева. 4 он вывел. Соответственно, если мы захотим увеличить его, допустим, здесь 5 сделать, плюс 2,5. Спокойно, бац, получается 7,5. То есть наш плюсовый метод, код в плюсах мы можем вызвать с помощью этого в блюпринтах. То есть таким образом мы можем взаимодействовать между ними. Вот такая вот история. Ну, я думаю, с методами плюс-минус как бы ознакомились. Дальше, наверное, я хотел бы показать с компонентой. Там и методы всякие разные, и как ее создать и прочее. Нет. Мы, наверное, мы, наверное, разберемся еще, что такое структуры и enum. Я вам покажу, как они там создаются. И вот структуры enum, а потом уже все компоненты и уже как бы на практике как, чего, где и куда. Окей, да. Структуры enum. Что ж, а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord. Ссылка в описании. И всем пока.